Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим мудрость инвестора. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Успешным инвестора делает способность правильно распределять средства при получении большей прибыли и грамотная реакция на просадки. Также важно уметь контролировать риски, работая с разными типами активов. Итак, первый пункт – это что же делать, когда появилась прибыль. При долгосрочном и краткосрочном инвестировании нужно помнить о диверсификации. Чем больше разных источников дохода формирует общую прибыль, тем меньше шансов потерять весь капитал или даже его половину. Когда появляется профит, то сначала его нужно вкладывать в надежные инструменты. И только после того, как будет сформирован стабильный пассивный доход, то можно выделять от 15 до 30% от прибыли для работы с рискованными проектами. Такая практика называется формированием инвестиционного портфеля. Есть много примеров инвестиций в проекты, которые изначально выглядели перспективно, но потом вынуждены были закрыться. И в данном случае речь идет не только о криптовалютах. Поведение грамотного инвестора в целом имеет одинаковые принципы, независимо от типа рынка. Тут можно привести пример из реального сектора. Фиксировать прибыль нужно еще и по причине того, что на различных рынках появляются новые перспективные инструменты. Без вывода средств не будет ресурсов для вложения в эти активы. Но забирать всю прибыль не обязательно. Если текущие активы имеют хорошие показатели, то часть денег нужно выводить, а часть реинвестировать. Такое действие хорошо тем, что позволяет использовать сложный процент, который ощутимо увеличивает уровень дохода из одного источника. К надежным активам можно отнести валютные пары развитых государств, как, например, японская иена, доллар или же швейцарский франк, государственные облигации Швейцарии, США и Японии, золото, серебро, платина, акции компаний, которые занимаются цифровыми продуктами, Apple, Microsoft, Amazon, Adobe и так далее, фонды ETF. Одни из лучших вариантов это S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard Total Stock Market ETF и так далее. Онлайн-ритейлы, как, например, AliExpress, и паевые инвестиционные фонды. Также криптовалюта дает очень хорошую прибыльность, но она сопряжена с рисками. Поэтому лучше держать в этих активах не более чем 50% от портфеля. Если основная цель это стабильность, то стоит вкладывать средства в фонды, которые скупают дорогие ценные бумаги перспективных компаний из разных секторов. Например, основатель первого индексного фонда Джон Богл сделал приоритетным вложением фонды с низкими расходами. И сейчас его компания Vanguard управляет капиталом в 2,6 триллионов долларов. Структуру портфеля нужно пересматривать с целью замены тонущих активов на новые инструменты с мощным потенциалом. Например, Карл Айкон, опытный предприниматель и инвестор, постоянно ищет молодые и перспективные компании и выкупает основной пакет их акций. Сейчас он владеет капиталом в 24,5 миллиардов долларов. Обеспечив финансовую подушку, можно вложить часть прибыли в недооцененные бумаги или активы с большим потенциалом роста, как, например, те же криптовалюты. Ну а теперь давайте же обсудим, что делать во время просадки. Тот факт, что актив просел в цене, не означает отсутствие перспективы роста. Падение стоимости проекта, который имеет потенциал, может быть временным явлением. Поэтому нужно тщательно анализировать актив перед тем, как продавать его во время сильной просадки. Некоторые инструменты могут восстановиться и сильно подорожать за несколько лет. Продав свою долю в подобных проектах, инвестор рискует потерять серьезные суммы, которые могли бы появиться на счету в будущем. Пример неудачной продажи сильного актива – это решение Уоррена Баффета продавать акции Apple на протяжении последних нескольких лет. Было сброшено примерно 12% купленных ранее бумаг, и инвестор считал сектор технологий слишком рискованным. В итоге его компания Berkshire Hathaway недополучила 18 миллиардов долларов с учетом роста стоимости акций Apple. Но Баффет – это успешный инвестор, и даже ощутимые потери не вводят его компанию в состояние кризиса.
кризиса. Все потому, что он находит сильные активы и вкладывает в них деньги надолго. Легендарный инвестор рекомендует оставаться спокойным при колебании цены мощного актива, в том числе и во время заметной просадки. Если у инструмента есть обоснованный потенциал роста, то продавать его не стоит. Давайте же разберем два тезиса Уоррена Баффета, которые он придерживается во время просадки рынка. Первое – это вам не стоит владеть акциями компании, если падение в цене на 50% в течение короткого периода времени причинит вам серьезный стресс. Речь идет о том, что сильные, но быстрые просадки хороших активов случаются, и нужно быть к ним готовым. В противном случае работать с ценными бумагами будет сложно. И второе – это когда мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом, то наш любимый срок инвестирования навсегда. Активы, которые могут расти в цене на протяжении многих лет, не нужно продавать, даже если в компании возникли временные, но рабочие трудности. И здесь на самом деле хочу добавить еще один тезис Уоррена Баффета, который очень хорошо показывает, как же стоит инвестировать на падающем или же на растущем рынке. Всегда покупайте панику и продавайте эйфорию. А теперь давайте же поговорим как раз таки за риск-менеджмент и психологию. Один из ключевых навыков инвестора – это способность разработать стратегию и точно ее придерживаться. В торговой тактике должны быть прописаны все действия, которые необходимы для работы с инвестиционными инструментами. Этот принцип актуален как для долгосрочных, так и для среднесрочных и краткосрочных вложений. Всегда нужно действовать по плану, игнорируя страх, жадность, алчность, чрезмерную уверенность в своих способностях и так далее. Действия на основе эмоций ведут к серьезным ошибкам. И при страхе инвесторы слишком рано отказываются от актива, а самоуверенные люди не замечают вовремя свои ошибки и остаются в невыгодных сделках. Также инвестору нужно настроиться на постоянное изучение различных сегментов рынка, акций или криптовалют. И нужно хорошо владеть ситуацией по инструменту, а также быть готовым обрабатывать большое количество информации. Такой подход позволит вовремя заметить выгодную рыночную ситуацию или признаки падения стоимости актива. На этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было полезно и что все слова вы начнете использовать на практике. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал. И обязательно пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто это просто.